Самый частый страх врача перед искусственным интеллектом звучит примерно так. А что я вообще могу ему поручить, если пациентские данные отправлять нельзя? И это правильный страх. Фамилии, диагнозы, выписки, анализы, назначения, реальные документы учреждения– это не материал для публичного чата и не материал для красивого эксперимента на камеру. Но отсюда не следует, что врачу нечего поручить искусственному интеллекту. Наоборот, у врача, а особенно у врача-руководителя, есть огромный слой рутины, где вообще не нужны пациенты. Списки задач, черновики писем, напоминания, планерки, фоллап, структура совещаний, публикационный план, выжимка из собственного безопасного наброска. Меня зовут Алексей Гордеев, я врач-тезиатр, заведующий, и на этом канале показываю, как я применяю искусственный интеллект в реальной работе. Осторожно, без программирования и без попытки заменить врача нейросетью. В воскресном выпуске я говорил, что ИИ-помощники быстро превращаются в хаос, если не разложить их по ролям. А в среду мы разобрали 5 строк, которые стоит заполнить перед одной безопасной задачей. Сегодня покажу, как из таких отдельных задач вырастает первая постоянная роль. Внутри моей системы она называется Марфа Васильевна. Но имя здесь не главное. Главная функция. Это не клинический помощник, не ИИ-писарь на приеме, не инструмент для работы с пациентами и историями болезни. Это личная приемная и помощник по организационной рутине. И первое правило у этой роли очень простое. Без пациентов. Не почти без пациентов, не можно, если убрать фамилию, а именно без пациентов, диагнозов, анализов, выписок, назначений и любых документов, по которых можно восстановить человека или учреждение. Тогда что остается? Спросите вы. А очень многое. Например, после планерки у меня в голове может быть сумбурный набор мыслей. Напомнить о сроке, проверить один текст, подготовить черновик письма, не забыть про публикацию, вернуться к старой задаче, спросить у коллеги статус. Если я оставляю это в голове, оно шумит и мешает. Если я просто кидаю это в обычный чат, через неделю уже не помню, где это лежит. А если у меня есть отдельная роль для организационной рутины, задача становится простой. Превратить сумбурный набросок в список действий. Например, безопасный набросок может быть таким. На этой неделе надо проверить текст выпуска, подготовить короткий пост, напомнить себе вернуться к обложке, собрать вопросы для следующей съемки и вечером посмотреть, что не закрыто. Обратите внимание, здесь нет пациента. Нет диагноза, нет документов учреждения, нет приватного чата. Это просто рабочая организация. Что должен сделать помощник? Разложить это в таблицу или список. Что сделать, когда, какой следующий шаг, что требует моего решения, что можно подготовить черновиком. И вот это уже помогает. Не потому, что искусственный интеллект стал врачом, а потому, что он стал хорошим черновым секретарем. Второй пример– рабочее письмо. У многих из нас есть письма, которые не хочется писать. Они несложны медицински, но тяжело организационно. Нужно вежливо ответить, ничего лишнего не обещать, не потерять срок, не уйти в эмоции. В безопасной зоне я могу дать искусственному интеллекту задачу. Подготовь нейтральный черновик ответа. Не подставляю реальные имена, не вставляю сканы, не прикладываю служебные документы, просто описываю ситуацию общими словами и прошу черновик. И дальше важный момент. Я не отправляю этот текст автоматически. Я читаю его как черновик. Проверяю, не обещает ли он лишнего, не звучит ли слишком резко, не выдумал ли факт, не перепутал ли адресата, не появилась ли там фраза, за которую потом будет стыдно. Искусственный интеллект в такой роли не имеет права быть автором решения. Он помогает мне быстрее дойти до нормального черновика. Третий пример– напоминание и фоллап. У врача-руководителя часто проблема не в том, что он не знает, что делать. Проблема в том, что задач слишком много, и часть из них всплывает слишком поздно. Здесь и помощник может быть полезен как приемная. Удержать договоренность, вернуться к вопросу, напомнить о незакрытом хвосте, собрать список, что ждет решения. Но снова, это не про пациентов, это про управление собственным временем. Почему я так подчеркиваю без пациентов? Потому что в 2026 году вокруг искусственного интеллекта в медицине много разговоров про AI Scribe-системы, которые слушают прием, расшифровывают разговор и помогают делать запись. Тема горячая, но там сразу появляются вопросы согласия пациента, хранения аудио, передачи данных, ответственности, ошибок и контроля. Я не начинаю с этого, моя логика проще. Прежде чем подпускать искусственный интеллект к пациентской зоне, надо научиться безопасно использовать его там, где данные пациента вообще не нужны. Организационная рутина– хорошее место для старта. Как можно настроить такую роль у себя? Первое. Написать ей должностную инструкцию простым языком. Например, ты помогаешь мне с организационными задачами. Списки дел, черновики писем, напоминания, фоллап, структура планов. Ты не работаешь с пациентами, диагнозами, анализами, назначениями, выписками, персональными данными. Если я случайно пытаюсь дать тебе такую информацию, останови меня и попроси обезличить задачу или вынеси ее из искусственного интеллекта. Второе. Задать формат ответа. Не напиши красиво, а дай список действий, раздели на сегодня, позже ждет решение, отметь риски, напиши черновик, который я должен проверить. Третье. Всегда оставлять человека финальным фильтром.
Даже если текст выглядит аккуратно, даже если список красивый, даже если искусственный интеллект говорит уверенно. Мы уже разбирали это в прошлых выпусках. Аккуратная форма не доказывает достоверность. Для меня Марфа Васильевна – это не магическая кнопка, это способ не держать всю организационную мелочь в голове. И если выбирать первую безопасную роль искусственного интеллекта для врача, я бы начинал именно отсюда. Не с клинических советов, не с ИИ решений для пациента, не с загрузки документов, а с того, что точно не требует данных пациента. Организация, черновики, напоминания, порядок. В следующем выпуске я покажу второй слой. Как контролировать искусственный интеллект, чтобы он не получил лишний доступ, не принял красивый текст за правду и не сделал то, что должен подтверждать человек. Напишите в комментариях, какую организационную задачу вы бы хотели отдать искусственному интеллекту, черновики писем, планы напоминания, протоколы, обучение, публикации, отчеты. Но без пациентов, диагнозов и клинических историй. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.